Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени отнимает у нас вот этот вот поход в магазин? Столько времени из жизни, не знаю. Я все время чувствую вину за то, что я в это время я бы могла поработать, я бы могла бы заработать больше, чтобы там, в общем, на какие-то хотелки, на те же, да просто на жизнь. Я вот сейчас иду в магазин, мы живем напротив пляжа, классно, но каждый раз, чтобы купить что-то, нам нужно потратить 1,5 часа минимум, чтобы просто сходить в магазин, купить и вернуться назад. Плюс это надо будет приготовить там и так далее. Это столько времени отнимает. Здесь есть доставка продуктов, но нужно опять этот SPF-код. И у меня нет этого SPF-кода. Кстати, у Умера есть, но он почему-то не пользуется. О, идея. Такая простая идея была на поверхности, а я не знала о ее существовании. А с другой стороны, это очень хорошо, что мы живем далеко от магазина, потому что только так мы можем гулять. Я помню, когда мы жили в Сан-Паулу, у нас магазин был прям вот спуститься, пройтись там немножко, метров 100. Вот. Злая собачка. Метров 100 до магазина и назад вернуться. И вот мы целыми днями сидели дома, по сути. Ладно, я там тренировалась, спортзал был также внизу. А он сидел целыми днями за компьютерами и только делал что, в общем. Только и делал, что сидел за компьютером. Вообще никакого движения. А здесь мы можем погулять раз и наблюдать каждый раз вот за таким вот красивым видом. Озеро просто шикарно. И каждый раз оно разное. То волны бушуют так, что накрывают тебя с водой, то вот такое спокойное, тишь да гладь. И плюс загар. В общем, не нужен мне никакой SPF-код, не нужна никакая доставка. How you call this? Помба? Голубей здесь называют помба. Смотрите, какие у него ножки. Офигеть. Эй, помба. Why помба? Я не знаю. Пумба. Помба, помбо. Помбо. А еще их называют крысами с крыльями. Rats with wings, yeah? Yes, but it doesn't mean this, but it's what we call pombo is this kind. But this is not, this is clean. But this, I think it's maybe more okay. Чистый помба. Я сейчас задумалась, а ведь реально, вспоминая себя в России, как у меня, в общем, я все время была за рулем, и в магазин я ездила только на машине. Редко было такое, что я прям вот целенаправленно вышла и пошла до магазина. Нет, обычно я, когда возвращалась с работы, заезжала в магазин, набирала и все. И вот и вся моя прогулка. Да, летом спасал велосипед, что я... Обычно у меня летом машина была только... В смысле, на машине я ездила только когда на улице непогода. А так все время на велике, летом. Но зимой, осенью, весной, получается, только на машине. И так же живут большинство. Вот, вышел с работы, сел в машину, доехал. Или, ладно, не в машину, там, в автобус. Остановка вот тут вот. Через дорогу перейти, и все, и поехал. И действительно, мы так мало ходим сейчас. Кроме того, когда я еще поем вот такую вот штуку? Это называется кошинья? Кошинья. Кошинья. Это курица внутри, а снаружи тапиока? No. What is it? I don't know. По-моему, я не знаю. На вкус Я как картофельное пюре, и все это вместе во фритюре зажарено. Очень жирно, но вкусно. Хотела сказать, что все нормально в магазинах, но на самом деле
Полки пустые, сыра нет. Видимо, все-таки забастовка реально работает. И вообще здесь такая молочки, короче, нет. Угу. Что я буду делать без йогурта и сыра? Как я буду жить? Оказывается, у них просто холодильники сломались. И нам принесли сыр. Моцарелла и рикотта. Смотрите, Milk powder. я покупаю вот это, а он покупает Açaí. Açaí. Milk powder. и Milk сухое powder. молоко, короче. Молоко. Together, очень вкусно. Но? Нет? Да, очень вкусно. Сладкоежка вот у нас. О. И протеины мои. И жиры. Пойдем. И вот мы теперь возвращаемся домой. Тоже озеро. Но уже закат. Красота. Вот так погуляли. Aqui, tá ligado? No carro. Слышите, как птички поют? Não aprecia da minha mãe. Tirar fazer, tá ligado? Porque é minha vida aí. А еще я люблю у них деревья, вот так все обрастают, как типа, как это называется, симбиоз. И вот разные цветы и орхидеи на дереве. Это так красиво, просто шикарно. На одном дереве живет много-много-много разных растений. Красота же, красота, ну посмотрите на это. Вау. Вот так мы ходим в магазин. Это мои покупки. Яйца, сыр, йогурт, помидоры, арахис, в общем, овощи, фрукты и протеин, ну и сыр, жиры. А вот что-нибудь такое сладкое, это обычно покупает Талмер. Прям реально, типа. За это ты платишь, за это я. И у него обычно шоколадки. Вот теперь вот килограмм, даже больше, 1,5 литра Açaí. Угу. По цене почти одно и то же. А он упахался. Не привык он к таким долгим прогулкам. На самом деле он сейчас выспится, а ночью проснется и будет сидеть за компьютером, скорее всего, и есть свое Açaí с молоком. Вот посмотрим завтра, останется ли что-нибудь. У меня сейчас время для работы. Он не мешает. Можно спокойно настроиться. Продуктивной работы мне. Пока-пока.